Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь, и я приветствую вас на своем канале. В этом ролике мы поговорим о сборке и окраске довольно редкого и необычного набора, а именно вот об этой модели от компании Airfix в масштабе 1 к 144. Это ракета-носитель «Семерка» в 3 вариантах – «Луна», «Восток» и «Союз». Этот набор в большей степени макет, нежели полноценная модель. Он очень простой. Тем не менее, если вам хочется иметь у себя дома макет такой ракеты, то особых вариантов или выбора нет. Данный набор является переизданием более раннего набора компании Airfix, выпущенного еще в 1970 году. Деталей в наборе совсем немного, и он очень простой. Однако, к сожалению, детализация в наборе очень бедная. Так как набор довольно редкий и старый, то дополнения к нему не выпускаются. Еще одним минусом этого набора является глянцевый белый пластик, на котором очень тяжело увидеть дефекты, а также его довольно неудобно обрабатывать. Большую часть заусенцев придется обрабатывать при помощи модельного ножа. Кроме того, придется рассверливать некоторые отверстия и снимать облой. В нескольких моих роликах вы спрашивали у меня, каким инструментом я пользуюсь, чтобы рассверливать отверстия. При работе с данной моделью я использую как раз этот инструмент. Это ручная мини-дрель или сверлилка, как ее еще называют на сайтах модельных магазинов. На данном этапе я не рассверливаю новых отверстий, я лишь прочищаю уже имеющиеся. Из одинаковых деталей, аналогично уже показанному процессу, собираем все подсборки с маршевыми и рулевыми двигателями. Пластик очень мягкий, поэтому, чтобы не повредить детали, откусываем их от литников обязательно с большим запасом. Все основные элементы ракеты, в том числе 4 конусообразных боковых блока первой ступени, ускорителей Б, В, Г и Д с автономными двигателями, собираются из 2 деталей. Для того, чтобы впоследствии было легче избавиться от шва на месте стыка, как следует проклеиваем место стыка при помощи сверхтекучего клея. После сборки основных деталей первой и второй ступени выяснилось, что один из элементов детализации на месте стыка поврежден. Его пришлось удалить и заменить на самодельную деталь из пластика. Для того, чтобы выровнять и придать необходимую форму приклеенной детали, ее потребовалось отшлифовать при помощи наждачки. При сборке креплений и ускорителей также пришлось растачивать все отверстия. Сборка и детализация переходной фермы между первой и второй ступенью ракеты сделана не очень удачно. Поэтому собирать эту подсборку нужно достаточно быстро, пока не высох весь клей. После того, как сборка переходной фермы будет закончена, устанавливаем ее на основную подсборку первой и второй ступеней. Переходим к сборке 3 вариантов верхней части ракеты. Собираем головные обтекатели, космические корабли, устанавливаемые внутри них,
отсеки систем управления и измерения и так далее. На детали основания, на которой будет установлена ракета, я решил нарезать клеточки, которые будут имитировать поверхность космодрома. Как видно, набор действительно совсем простой. При сборке есть некоторые нюансы, однако в итоге получается достаточно неплохая модель. Например, все элементы и отсеки стыкуются просто идеально, что позволяет собрать ракету без клея и демонстрировать ее с различными головными частями. Начинаем окраску модели. Этот этап я не буду особенно комментировать, потому что процесс будет выполняться в общем-то довольно стандартно. Так как ракеты «Союз» не являются многоразовыми, состаривать их не имеет смысла. Тем не менее, я воспользуюсь техникой пришейдинга, для того чтобы придать необходимую глубину и создать тени там, где это необходимо. Для удобства большую часть деталей я окрашивал отдельно. Однако в некоторых местах пришлось использовать маски. В особенности при разделении ракеты на светло-серый и белый цвет, а также при рисовании металлических участков на ускорителях. После установки всех оставшихся мелких деталей модель будет закончена.
Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете комментировать мои ролики как здесь, так и на моих страничках в социальных сетях. Для помощи развития моему каналу пользуйтесь ссылками, приведенными в описании ролика. Большое спасибо за внимание, отличных вам моделей, до новых встреч!